Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой милый, нежный джемпер песочного цвета ажурными вертикальными дорожками из японского журнала «Модель» от японских дизайнеров. Да? Очень изысканная вещь, несмотря на то, что узор такой, знаете, мелкий, да, очень-очень приятно смотрится. Общий вид такой, знаете, аристократичный, да, я бы даже так сказала. Цвет такой нейтральный, приятный. И сам узор такой неброский, да, как бы. И в то же время вот некий такой шарм присутствует во всем этом дизайне данной моделечки. В сегодняшнем мастер-классе мы, как всегда, с вами будем выбирать пряжу конкретную. Я выбрала очень нежную пряжу. Посмотрите сейчас чуть позже. Более подробно я расскажу про пряжу, про спицы. Мы с вами разберем схему узора, свяжем образец, рассчитаем плотность вязания и уже конкретно будем составлять инструкцию на 6 размеров от 44 до 54 размера. Описание будет выложено под видео, девочки, как вязать, как расположить узоры. Все подробнейшим образом во второй части видео разбираем. Поэтому всем, кому понравилась данная моделечка, остаемся со мной на канале, смотрим мастер-класс внимательно и до конца. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, девочки, для вязания данного джемпера я выбрала пряжу Yarn Art Baby Cotton. Это 50% акрил, 50% хлопок, цвет 433. Расход пряжи 50 грамм, 165 метров. И я думаю, что на данную кофточку уйдет около, в зависимости от размера, около 300 грамм. Но чуть больше, там, если побольше размер. Спицы мы будем использовать с вами 3,5. Вот. И вот так выглядит наш узор. Очень интересные косички с сеточкой. И вот эти вот из 3 элементики вывязываются. Вот эта вот красивенькая такая вертикальная полосочка вывязывается. Косички в шахматном порядке располагаются. А они с сеточкой очень необычно вяжутся. Несложный узор, несложный, довольно легко запоминается. Можно вязать даже без схемы. В принципе, когда уже потренируетесь, да. Я думаю, что средний уровень мастерства понадобится для вязания такого образца. Вот такие вот, видите, красивенькие, ажурные, получается, необычные окошки, да, в косичках. В этих. Это вот отнюдь не переплетение. Вот эти вот, это не коса, это такое специальное, из 3 вывязывается. Получается вот такая вот сосисочка, да. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим схему этого узора. В принципе, она не сложная. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Я выделила раппорт узора, который составляет 22 петли в ширину, 16 рядов в высоту, красным цветом, да, вы видите. Сейчас я вам еще побольше постараюсь увеличить. Вот так выглядит раппорт. Девочки, делайте скрин экрана. Я думаю, что довольно нормально можно разобрать условное обозначение, но все-таки всем, кому хочется более детально, давайте я вам постараюсь рассказать, хотя мы будем каждый ряд с вами вязать, да, то есть я все равно сейчас вам расскажу. Пустая клеточка – это изнаночная петля, вертикальная черточка – это лицевая петля, кружочек – это накид, вот эти значочки – это 2, вот этот знак, это 2 вместе лицевой с наклоном.
влево и зеркальные 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Если вы вяжете изнаночный ряд, то это 2 вместе изнаночной за передней стенки. Вот этот знак, такой вот, знаете, перекрещенный 3 петли, это из 3 лицевых мы вывязываем 3 петли. Как это сделать, смотрите в моем мастер-классе. Там несколько вариантов, кому как удобно. Я лично делаю с наклоном влево. Мне так удобно, я за задней стеночкой вяжу бабушкины петельки, да, и вывязываю из 3 как это сделать, посмотрите. Можно с выделением центральной петли это сделать, но я не стала заморачиваться. Зачем усложнять себе жизнь, и так все равно это красиво смотрится. Вот тут у нас перекрещивание 4 петель направо, да, то есть мы меняем 2 лицевые направо, перекрещиваем по 2 лицевые. Как это сделать без дополнительной спицы, кому интересно, тоже посмотрите. Но я думаю, что девочки уже умеют это многие делать, да. Теперь смотрите еще такой момент. Вот у нас будет часто во всех узорах 8 петель мы будем вязать для симметрии. То есть вот эти вот 8 петель слева, я здесь их никак не выделила, но вы сами посчитаете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, да, то есть вот до этой черты у нас будут с вами для симметрии вязаться этот узор. 8 петелечек по узору слева добавляются. Так, ну больше мне про схему сказать особо нечего. Сейчас я вам покажу описание, которое мы с вами составим сегодня в процессе нашего мастер-класса. Вот здесь, значит, составлено на 6 размеров: 44 по 46, 48, 50 и 52, 54. Более детально смотрите во второй части видео. Я разбираю, как мы располагаем узор, да, откуда что берется, вот это количество петель откуда взялось и почему оно такое именно, а не другое. Все подробно во второй части видео смотрите, да. Вот, читайте, здесь я очень подробно, последовательно излагаю, как вязать, в принципе. Не игнорируйте вертикальную плотность, пожалуйста, девочки, вяжите правильно по технологии и все сантиметры переводите в ряды, да, чтобы потом не огорчиться после стирки изделия. Так, ну, в общем-то, это я ничего зачитывать не буду. Все это вы сами почитаете. Также под видео я выложу ссылочку на свой мастер-класс, как самостоятельно рассчитать индивидуально под ваши мерки, да, сделать расчет согласно вашей рассчитанной плотности и по выкройке, да. То есть вы вправе менять, конечно же, размеры на выкройке под себя, да. У нас у всех разный рост, у нас у всех разные как бы объемы, да, поэтому, естественно, пряжу вы можете другую взять, поменять, но технология расчета все равно останется одна и та же. И как это сделать самостоятельно, кому интересно, оставляю вам ссылочку под видео, там же, где будет это описание. Так, мои хорошие, теперь давайте приступим к вязанию образца. Итак, для вязания, девочки, образца я вот уже один раппорт связала. Нам понадобится набрать 32 петли. Раппорт составляет 22 петли в ширину и 16 рядов в высоту. Вот. И плюс мы делаем с вами слева 8 петель для симметрии. Вот эти 8 петель по схеме. Раппорт узора у меня выделен красным прямоугольничком. И вот эти вот для симметрии мы их добавили, чтобы красивый узорчик смотрелся. Итак, приступаем с вами к вязанию первого ряда. Начинаем вязать раппорт. Я буду говорить, где раппорт заканчивается. И начинаются петли для симметрии. 8 петелечек, да? Понятно. Первый ряд вяжем 2 изнаночные. Это раппорт. Затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево накид, 2 лицевые, то есть 2 лицевые связали. Дальше идут 2 изнаночные. И вот эти вот 3 петли следующие мы провязываем следующим образом.
мы сделаем из 3 3, то есть я сейчас под все 3 петли вытягиваю одну петлю, то есть 3 вместе провязываю, не снимая спицу, со спицы эти 3 петли, делаю накид и еще раз вывязываю из них петлю, вытягиваю. Видите, у меня из 3 3 получилось, и после этого я только скидываю. Далее вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные и снова также из 3 3. Повторяю, смотрите. 3 петли вместе, из 3 вытягиваем одну, не скидываем эти петельки, делаем накид и еще раз из 3 вытягиваю одну. Только после этого сбрасываю петельки, да? На этом раппорт заканчивается наш с вами, 22 петли, и начинаются петли для симметрии. Петли для симметрии — это 2 изнаночные, затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные. Кромочные вяжем изнаночной петлей. Все четные ряды у нас также вяжутся по схеме. Ну, там, в принципе, не очень напряжно будет нам вязаться изнаночный ряд. Сейчас я объясню, в чем суть. Смотрите, будет у нас с вами сеточка вот эта вот чередоваться, да, 2 вместе накид, 2 вместе накид, да, только в этом месте у нас как бы надо будет по схеме вязать, а все остальные петельки вяжутся как смотрят петли, то есть там, где у нас изнаночные, вяжутся изнаночные, там, где лицевые смотрят, там вяжутся лицевые, и я вам это демонстрирую. Итак, сейчас у нас с вами 8, второй ряд, 8 петель для симметрии, которые идут. Схема у нас читается, кто не знает, в изнаночных рядах не как обычно справа налево, а здесь наоборот, слева направо. Читаем схему. 8 петель. Перед раппортом вяжем 2 лицевые. И дальше, вот здесь я про эту сеточку вам говорила, 2 вместе изнаночные вяжем за переднюю стеночку, делаем накид и далее вяжем 2 изнаночные. Это вот эта самая сеточка у нас формируется, она и в лицевом, и в изнаночном ряду. Дальше у нас идут опять 2 лицевые. И далее у нас начинается с вами раппорт узора. Мы вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем вяжем 2 лицевые. Далее опять идут 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 лицевые. 3 изнаночные. То есть как смотрят петли, вяжем, да? 2 лицевые. И вот опять сейчас приближаемся к нашей сеточке. Сеточки здесь мы делаем 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, накид, 2 изнаночные и 2 лицевые. Раппорт связан. Кромочные вяжем изнаночные. То есть это не напрягает вот эти изнаночные ряды. Каждый раз схему смотреть на автомате, девочки, вот эту сеточку формируем, да? Третий ряд вяжем раппорт узора, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные. Теперь перекрещиваем 4 петли направо. Как это сделать легко, без дополнительной спицы? Все 4 петли я снимаю на правую спицу. Первые 2 петли у меня за работой. Видите, я левой спицей сзади аккуратно переснимаю их, высвобождая вот эти следующие 2 петли, 3-ю, 4-ю, да, и их с помощью правой спицы вот сюда возвращаю на левую спицу. Видите, у меня 2 на 2 перекрестилось, да? И все 4 вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4. При определенной тренировке вы это будете делать очень легко и просто. Такие перекрещивания часто используются в узорах. Я думаю, что этот опыт вам неоценимый очень пригодится в дальнейшем, если вы всерьез хотите научиться красиво вязать.
Затем вяжем 2 изнаночные и 3 лицевые. 1, 2, 3. Раппорт связали. И 8 петель за раппортом. Вяжем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Связали. Так, переворачиваем. 4-й ряд у нас. Сеточка сразу там у нас начинается. 8 петель для симметрии. Те, которые 2 лицевые. Начинаем. Схему читаем слева направо. 2 вместе изнаночные за передней стенки. Накид. 2 изнаночные. 2 лицевые. Начинается раппорт узора 4-го ряда. 3 изнаночные. 2 лицевые. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 лицевые. 3 изнаночные. 2 лицевые. То есть вяжем, да, как смотрят петли. И вот сеточка. 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, накид, 2 изнаночные. Она всегда вяжется одинаково. Это сеточка с изнаночного ряда. И 2 лицевые. Раппорт связали, кромочную вяжем изнаночную. Переворачиваем наше вязание, 5-й ряд. Раппорт узора вяжем. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Из 3 вяжем 3 петли, да, помните, я показывала. Из 3 вяжем 1 петлю, вывязали из 3 сразу, сделали накид, еще 1 вывязали и после этого сбросили 3 петли. 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, из 3 3. Раппорт связан. За раппортом 8 петель для симметрии. Вяжем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Кромочную тоже изнаночную. Отлично, связали. Переворачиваем. 6-й ряд у нас с вами. Схема слева направо читается. 8 петель перед раппортом вяжем. 2 лицевые, 2 вместе изнаночные, то есть сеточка. За переднюю стенку делаем накид. Далее опять 2 изнаночные, 2 лицевые. Начинаем вязать раппорт узора. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевые. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 лицевые. Опять 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевые. И вот сейчас сеточка идет. 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, накид. 2 изнаночные, 2 лицевые. Раппорт связан, кромочная, изнаночная. Отлично, связали раппорт. 7-й ряд переходим. Вяжем раппорт 7-го ряда. Кромочную снимаем, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, перекрещиваем 4 петли направо. Все 4 сняли на правую спицу, 2 первые за работой, следующие 2 перед работой с помощью правой спицы на левую переносятся. И вяжутся все 4 лицевыми. 1, 2, 3, 4. Все. 2 изнаночные, 3 лицевые. Раппорт связан. За раппортом для симметрии 8 петель вяжем. 2 изнаночные, 2
2 вместе лицевой с наклоном влево накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Переворачиваем. У нас 8 ряд. Схему читаем слева направо. 8 петель вяжем для симметрии перед раппортом. Это 2 лицевые, 2 вместе изнаночные, вместе за переднюю стенку накид, 2 изнаночные, 2 лицевые. Начинаем раппорт узора. 3 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные. То есть мы вяжем, как смотрят петли, да? 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. И у нас остается с вами сеточка. 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, накид, 2 изнаночные и 2 лицевые. Кромочные, изнаночные. Вот видите, какой простой, несложный узор, да, если разобраться в нем, как бы, да, посидеть, и все понятно становится. 9 ряд, девочки, вяжем. Раппорт узора. 2 изнаночные, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше идут 2 изнаночные. Из 3 вяжем 3. Из 3 вытягиваем петельку, делаем накид, еще одну вытягиваем, после этого сбрасываем 3 петли, да? 2 изнаночные, вяжем сеточку, 2 вместе лицевой с наклоном влево накид, 2 лицевые. Затем у нас идут 2 изнаночные и из 3 3. Все, раппорт связали 9 ряда. Так, и сейчас у нас идут 8 петель для симметрии. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочные, изнаночные. Все. Теперь у нас идет 10 ряд. Схему читаем слева направо. Так, вяжем 8 петель у нас для симметрии. 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые. Далее вяжем раппорт узора. 3 изнаночные, 2 лицевые и сеточка, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку накид, 2 изнаночные. И далее пошли, как смотрят петли. 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, кромочные, изнаночные. Отлично. 11 ряд. Вяжем 2 изнаночные, 4 петли перекрещиваем направо. Мы уже делали так не один раз, да? Меняем. Все 4 снимаем на правую спицу и меняем петельки местами. Первые 2 у меня за работой, а следующие 2 перед работой. Я их возвращаю на левую спицу и вяжу все 4 лицевыми. 1 лицевая, 2, 3, 4. Все. Дальше идут 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, сеточка у нас идет, 2 вместе лицевой с наклоном влево накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. Тут система, да, раппорт связан, и за раппортом остались петли для симметрии. 8 петель вяжем 2 изнаночные, перекрещиваем 4 петли направо. Также я меняю местами первые 2 за работой, следующие 2 перед работой, все 4 вяжем лицевыми. 2 изнаночные, кромочные, изнаночные. Отлично. Теперь у нас с вами 12 ряд, и мы будем вязать с вами петельки. 8 петель перед раппортом, да, для симметрии. Это
как смотрят петли, они вяжутся 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые. Далее идет раппорт узора. 3 изнаночные, 2 лицевые. В сеточке мы вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, накид, 2 изнаночные. И далее, как смотрят петли, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые. Раппорт связан, кромочная, изнаночная. Все, связали. 13 ряд. 13 ряд вяжем раппорт узора. У нас идут первые 2 изнаночные, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные, из 3 петель 3. 2 изнаночные, сеточка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, влево, девочки, влево накид, затем идут 2 лицевые, 2 изнаночные, из 3 3 вяжем. Раппорт связан. За раппортом у нас идут 8 петель. Вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. 14 ряд, схему читаем слева направо, не забываем. Вяжем 8 петель для симметрии. 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые. Начинаем раппорт узора. 3 изнаночные, 2 лицевые, сеточка, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, накид, 2 изнаночные. И далее, как смотрят петли, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, кромочная и изнаночная. 15 ряд вяжем, девочки, следующим образом. 2 изнаночные, перекрещиваем 4 петли направо. Я уже много раз это показывала, да. Первые 2 петли за работой, следующие 2 перед работой, и все 4 вяжутся лицевыми. 1, 2, 3, 4. Затем идут 2 изнаночные, 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. Раппорт связали. И за раппортом 8 петель для симметрии. Вяжем 2 изнаночные, перекрещиваем 4 петли направо. Первые 2 у нас за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем 4 лицевые. Две изнаночные. Кромочную вяжем изнаночные. 16 ряд переворачиваем. У нас идут 8 петель для симметрии, как смотрят петли. То есть это 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые. Далее идет раппорт. Также вяжем 3 изнаночные, 2 лицевые, сеточка. Вяжется 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, накид, 2 изнаночные. Далее идут, как смотрят петли. 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные и 2 лицевые. Кромочный вяжем изнаночный. Переворачиваем. Мы связали с вами полностью раппорт с 1 по 16 ряд.
Теперь повтор идет у нас снова с первого ряда, раппорт повторяется. Вот, собственно, как вы видели, очень много однотипных движений, да, то есть элементов. Легко запомнить. В шахматном порядке у нас меняется, да, узорчик. Как вы видите, сеточка в шахматном порядке меняется, да. И из-за этого очень эффектно смотрится. Узор несложный, очень красивый. Согласитесь, вертикальный такой, имеет направление и будет хорошо вытягивать визуально фигурку. Сейчас мы сделаем влажную тепловую обработку образца и измерим ее плотность. Для дальнейших нам нужно это будет расчет. Делаем влажную тепловую обработку образца. Горячим паром, утюжком обдаем наш образец, да. Он у нас такой немножечко получается узор рельефный, да. У нас здесь есть с вами косы, такие небольшие, но все-таки переплетения, да. Сейчас надо обратить внимание на то, что крайние петли у нас, надо их отпарить хорошо, поскольку они будут участвовать у нас в расчете плотности, поэтому я отутюживаю их тоже. Нам это важно. Все, выпрямляем с помощью горячего пара образец наш, оставляем его сохнуть в расправленном виде. Очень красивый узор, интересный такой, мне прям очень он нравится. Такая сетка необычная, согласитесь, девочки. Не будем сейчас его трогать, налюбуемся потом, пусть сохнет. Так, у нас с вами, девочки, сейчас измерение ширины образца. Я приложила линеечку вместе с кромочными. У меня получилось 16 сантиметров. И мы набирали 32 петли. Ну, 32 петли в образце поделить на 16. Сами вы понимаете, будет цифра 2. 32 поделить на 16 это 2. То есть наша плотность по горизонтали в 1 сантиметре 2 петли. Получается, да? Теперь по вертикали также измеряем высоту образца. Высота образца 12,5 сантиметров. И у нас два раппорта по 16 рядов. То же самое, 32 ряда делим на 12,5 сантиметров. Получаем плотность по вертикали 2,5. Запишем: в 1 сантиметре по вертикали 2,5 ряда помещается. Вот эти сейчас две циферки будем использовать в наших расчетах по выкройке. Смотрим выкройку. Вот такую выкроечку, девочки, я подобрала. Из другой модельки взяла выкройку нашего красивого джемперочка короткими рукавчиками, да. Спинка перед одинаковая, отличается глубиной выреза горловины. Переда он больше, да. Смотрите, здесь планочка довольно большая по схеме, по выкройке, но мы будем делать ее всего на высоту 2,5 сантиметра, 2-2,5 сантиметра. И обвязываться она будет крючком, да. Вот это вот я общую высоту изделия указала. Первый размер мы рассматриваем 44-46 и высота, то есть длина нашего переда и спинки будет 58 сантиметров. Второй размер 48-50, длина 59 сантиметров, 52-54 60 сантиметров. Это средний рост. Конечно же, вы можете откорректировать эту длину под себя, да, то есть здесь, конечно же, у нас у всех разные предпочтения и, в общем-то, разные размеры. Поэтому вот эта вот величина до проймы, да, от низа изделия до проймы будет у нас разная. Но вот я для среднего роста, вот для себя, например, да, мне 1,62 м, вот я считаю, что это нормальная длина, 58-59 сантиметров. Так, смотрим дальше, смотрите. Значит, с этим все понятно. Начинаем мы вязать снизу вверх и спинку и полочки. И, конечно же, встает всегда вопрос, сколько петель набрать по низу и как распределить узоры.
Значит, ширина спинки у нас спереда на первый размер 49 сантиметров. И умножаем на нашу плотность эти сантиметры. Смотрите, в одном сантиметре 2 петли, да? То есть мы с вами умножаем 49 сантиметров на 2. 49 умножить на 2, это будет 98 петель. Второй размер у нас с вами ширина спинки для 48/50 размера 54 сантиметра, умножаем на плотность 2, 108 петель, да? И третий размерчик у нас с вами идет 52/54, 60 сантиметров спиночка и перед, умножить на плотность 2, 120 петель. Теперь как нам эти петельки с вами красиво расположить, чтобы узор смотрелся хорошо, симметрично. У нас с вами, смотрите, раппорт 22 петли и 8 петель вот этих левых по схеме мы вязали для симметрии, да? Также мы должны с вами распределить узоры с учетом этих 8 симметричных петель слева. И смотрите, для первого размера у меня получилось 4 раппорта по 22 петли, то есть 4 умножить на 22 это 88 петель, плюс 8 петель я сделала эти левые для симметрии, плюс 2 кромочные. Вот наши 98 петель. Понятно, да? Схематично я всегда, девочки, рисую. Как это выглядит? Представьте, что это ваш наборный ряд, да? И вот у вас идут 4 раппорта. 1, 2, 3, 4 друг за другом. Потом 8 петель для симметрии. И, соответственно, справа-слева кромочные. Это первый размер, повторюсь, 44-46. Для второго размера распределение петель на 108 у меня получилось вот 54 сантиметра. Вот таким образом, как вот сейчас вы здесь видите, я добавила справа и слева по 5 петель. То есть к 98 плюс 10 петель на размер 48-50. 108 петель. И по 5 петель у меня, значит, следующим образом. Справа и слева я, значит, беру 2 изнаночные и 3 петли. Это 3 петли, когда мы с вами в узоре вяжем из 3 3. То есть вот это я имею в виду по схеме, что такое 3 петли я беру здесь, да? Понимаете? Вначале начинаем с кромочной, потом 2 изнаночные, потом эти 3 петли, деталь, которую мы с вами вязали, то есть из 3 петель 3 вывязывали, и далее идут 4 раппорта подряд, 8 петель по схеме для симметрии, как мы вязали, и далее опять идет 3 петли из 3 лицевых петель вывязываем 3 лицевые, да, 2 изнаночные, кромочные, понятно. Вот таким образом я расширила полотно на 10 петель. И для третьего размера 52-54, где у нас 120 петель будет набираться, у меня 5 раппортов берется по 22 петли, 8 петель для симметрии левые вот эти и 2 кромочные. Там все четко, да? Смотрите, объясняю. 22 на 5 раппортов это 110, плюс 8 петель для симметрии, плюс 2 кромочные. Вот наши 120 петель, о которых я вам сейчас говорила. Таким образом распределяем узоры и вяжем. Вяжем, вяжем, вяжем. Для проймы я делаю, значит, закрытие петель справа и слева через 38-37 сантиметров, ну, в зависимости от длины вашего изделия. Вот. И закрываю я для первого размера 9 петель, для следующих 2 по 10 петель. Как закрыть их последовательно, у меня будет под видео описание выложено. Я там более детально рассказываю. А сейчас я здесь вам просто поясняю. Обычно глубина проймы составляет 5-6 сантиметров. Вот я взяла 5 сантиметров, умножила на плотность 2, получилось 10 петель. Да? Вот. Теперь для выреза горловины, смотрите, здесь по выкройке стоит 20 сантиметров на маленький размер. То есть это 20 сантиметров умножить на 2 петли. Нашу плотность получается 40 петель на вырез горловины приходится. Да? Глубина выреза горловины у меня 2 сантиметра. То есть
как закрыть петли выреза горловины, я также поясняю очень подробно под видео в моем описании, в той инструкции, которую мы с вами вместе будем составлять. Ну, я составила, да. Вот, там более детально, не хочу сейчас время тратить впустую, рассказывать вам об этом, вы и сами почитаете под видео все это дело. Как закрыть средние петли и потом закругление сделать, там все последовательно рассказано. И по поводу второго размера, там будет 42 петли на вырез горловин, третий размер 44 петли придется, да? У переда то же самое, только начинаем вырез горловины более, ну, раньше, да, то есть здесь сколько сантиметров сделать, я тоже в описании под видео выкладываю. То есть с учетом нашей длины 58 сантиметров, планки, которые здесь 2 сантиметра я беру. Вот, то есть из 58 отнять 2 у меня получалось 56. Из 56 отнять глубину выреза по переду 8 сантиметров. То есть смотрите, 58 я отнимала. 58 я отнимала 2 сантиметра планка, и я отнимала 8 сантиметров из горловины. То есть здесь у меня получается 48 сантиметров, девочки. Вот здесь 48 сантиметров я перевожу сразу в ряды. Это очень важно. Я умножаю на нашу вертикальную плотность. Вот 2,5 ряда, видите, в 1 сантиметре, то есть на 2,5. И у меня получается 120 рядов. Вот таким образом. Через 120 рядов узора мы будем с вами закрывать петли выреза горловины. Там, значит, от размера будет на 1 сантиметр, вы видите, разница отличаться, да, длина. То есть 49 и 50 получится сантиметров, да, вырез горловины на наши 2-3 размер. Вот. И обязательно все вертикальные величины переводите обязательно в ряды. Для чего? Для чего мы пользуемся этой вертикальной плотностью? Дело в том, что после стирки каждое изделие вытягивается и деформируется, и теряет свой вид. Да? Чтобы этого не случилось, пожалуйста, мы уже с вами на образце все растянули, да? Все предварительно отпарили, и мы увидели после сушки, как выглядит наш образец. И после этого мы все с вами измеряли, и вот все пришло в норму, мы измерили, посчитали, и теперь по аналогии связали изделие, также оно после сушки примет то самое состояние в сантиметрах, которое мы планировали. Правильная технология вязания избавляет нас от этой головной боли, когда изделие получается значительно длиннее, чем мы хотели бы. Да? Пожалуйста, не игнорируйте. Любой вертикальный размер переводите в ряды. Вот, понятно. Очень легко вот эти ряды перевести с помощью раппортов в раппорты. Да? Смотрите, вот 120 рядов на примере. У нас 16 рядов раппорт. Да? 120 рядов я поделю на 16 рядов раппорта и получу 7,5 раппортов. То есть 7 раппортов целых вы свяжете, девочки, и еще 8 рядов получится у вас связать. И потом вы будете делать вырез горловины. Понятно, да? По аналогии со спинкой точно так же. Очень легко здесь, в общем-то, все дело рассчитать. Теперь смотрите на выкройку рукавчика. По низу я набираю 60 петель на маленький размер и для больших 2 размеров 64 петли. Располагаю узоры следующим образом. Смотрите, у меня получается 2 раппорта. 8 петель слева для симметрии, которые я использовала, да, ну, соответственно, кромочные. И еще я добавляю по 5 изнаночных. Это на 2 больших размера, которые 64 петли, да. Для маленький размер у нас 60 петель набирается, и поэтому здесь будет 3 изнаночные. Справа и слева использоваться. Вот. И все петли, которые я по скосу буду прибавлять, я буду включать в изнаночную гладь в своем описании. Я вам так рекомендую, чтобы не путаться с этими узорами. Да? То есть изнаночная гладь, в принципе, там
когда мы сошьем под рукавчиком, никак не будет видна. Узорчик у нас будет красивый, в центре все замечательно. Не будем усложнять себе жизнь, да, девочки? Так вот, в принципе, я обычно и делаю. То есть все петельки по скосу рукавчика я обычно стараюсь либо лицевой, либо изнаночной гладью вязать, чтобы там не мучиться, не заморачиваться с этими прибавленными петлями, включающимися в узор, да. По скосу часто задают вопросы. Вот смотрите, у меня скос я сделала 10 сантиметров в высоту. То есть вот вяжем 10 сантиметров в высоту. Я сразу перевела это с помощью плотности в ряды. У меня получилось там 25 рядов, но я сделала 24 ряда, чтобы было легко нам делить. И смотрите, если у меня самая широкая часть рукава, я сделала такие расчеты: 76 петель первый размер, 80 петель второй размер, третий 84 петли, да. И по скосу, если по низу у нас идет, предположим, 60 петель первый размер, 76 отнять 60, получается 16 петель. У нас 2 скоса делим на 2, на каждый скос по 8 петель надо прибавить, понятно, да? Вот, и эти 24 ряда нашего высоты скоса мы делим на 8, получается, прибавка делается в каждом третьем ряду, понятно, 24 делим на 8, 8 получается 3, да, в каждом третьем ряду делаем прибавочку. Окат рукавчика для начинающих девочек, для не имеющих большого опыта, я рекомендую вязать по выкройке в натуральную величину, либо я делаю расчеты, ссылочка, как сделать расчет оката, у меня будет под видео, там же, где и описание. Посмотрите, кому интересно. Ну, а для девочек, которые уже давно вяжут, в принципе, это не составит сложности, как связать этот окат. Я даже не буду сейчас тратить время мастер-класса. Я часто об этом говорю, девочки, в каждом моем мастер-классе с рукавчиками, кофточка обговаривается этот момент. Не буду я об этом повторяться, да? Более детальная инструкция, как я уже сказала, разработана мной под видео, смотрите, да. А здесь я вот вам в общих чертах сейчас объяснила, как расположить узорчики, сколько петелек набрать, что такое вертикальная плотность, то есть все эти основные моменты мы затронули. Надеюсь, мой рассказ был поучителен, понятный, доступным языком старалась вам, девочки, все это рассказать. Как видите, никаких расчетов сложных здесь особых нет, да, все элементарно на уровне начального класса, арифметические действия. Вот, поэтому я думаю, что внимательно, всмотревшись в мой мастер-класс, вы все поймете, составите для себя свою индивидуальную инструкцию, согласно, руководствуясь той инструкцией, которая будет у вас выложена под видео. И сейчас я с вами, значит, заканчиваю мастер-класс. Желаю вам удачи и до новых встреч!